Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы походим по руинам старейшего замка Каср-аль-Абд, расположенного в 17 километрах от Аммана. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интересней. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Расположенный близ Аммана дворец Ирак аль-Амир, построенный еще во II веке до нашей эры, украшен чудесным изображением львов и орлов. Даже развалины здания сохраняют величие и красоту. Возведенное в персидском стиле сооружение отличают необычные греческие колонны. Ирак аль-Амир – это дворец, который расположился в живописной долине Вади-Сир. Это самый яркий и ценный памятник эллинистической эпохи во всей Иордании, который сохранился до наших с вами дней. Дворец был построен во II веке до нашей эры, во время правления Иоанна Геккара. По-другому этот дворец еще называют Каср-аль-Абд, или дворец раба, дворец невольника. У этого названия существует своя легенда, согласно которой дворец был построен беззаветно влюбленным рабом специально для дочери своего хозяина. Этот раб осмелился попросить руки у отца, своей возлюбленной, но ее отец приказал ему построить дворец, как выполнение условия для благословения их брака. Дворец был построен, а раб казнен своим хозяином, так как выдавать свою дочь за простолюдина он не хотел. И в связи со смертью Ниркана дворец так и не был достроен. Несмотря на то, что дворец обладает почтенным возрастом и пережил сильное землетрясение в 362 году, на туристов он и по сегодняшний день производит неизгладимое впечатление. Выполнен дворец Ирак аль-Амир в персидском стиле, что уже само по себе привлекательно. Однако колонны входного портика во дворце больше похожи на греческие. Само здание является собой пример смешания стилей, что в принципе очень характерно для древних сооружений в Иордании. Здание дворца построено из белого мрамора, а вход украшен огромной скульптурой льва. Изображение орлов и львов тоже можно найти и в верхней части здания, которым он украшен. Известно, что изначально строение было окружено большим выкопанным отражающим бассейном, что привело еврейского историка первого века нашей эры Флавия Иосифа к предположению, что это был ров, а здание – крепость. Однако, более свежее свидетельство того, что здание изначально использовалось как дворец деревенских удовольствий, было представлено современным израильским археологом Эхудом Нинцером. Также предполагалось, что это место на самом деле предназначалось для использования в качестве мавзолея семьи Тобиадов. В любом случае он так и не был завершен. Здание сохранило свои первоначальные двухэтажные постройки благодаря тому, что в византийский период использовалось как церковь. Археологи установили, что Каср-аль-Абд когда-то стоял в гораздо более просторном поместье, которое изначально было окружено стеной и включало парк с деревьями и кустарниками. На этом месте был найден большой каменный пресс для оливок, что позволяет предположить, что поместье было частично самодостаточным в сельскохозяйственной продукции. Большая часть поместья сейчас стоит под деревней Ирак аль-Амир. Место очень пустое. Я не встретил тут ни одного туриста. Добраться, как я понял, можно сюда только на такси. Много времени осмотр не занял, и всю обратную дорогу я был под впечатлением от увиденного. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.